Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, как подключить штатный круиз-контроль на Honda Fit Shuttle Hybrid. До этого у меня был снят ролик по замене руля вот такого простого, где есть только управление бортовым компьютером, на полный мультируль, то есть он с кожей, он с управлением аудио, с управлением телефоном. Кнопки бортового компьютера перенесены сюда, и здесь стоит управление круиз-контроля. Вот. Можно считать ту серию частью первой. Сегодня, если угодно, часть вторая. Итак, все нюансы по снятию подушки, по обесточиванию машины и так далее, все это вы можете посмотреть в первой части. Вот. Важно вам добраться до вот этого разъема. В предыдущей серии я допустил ошибку, я сказал, что у меня полный шлейф руля. Так вот, посмотрев фотографии с Алиэкспресса, я пришел к выводу, что я сильно ошибался. Мой шлейф не полный, а там всего лишь 10 пинов. Вот. В связи с этим у нас получается дефицит одного-двух разъемов, о чем я вам сегодня и буду рассказывать. Смотрим. Вот старый руль, где у нас всего лишь управление бортовым компьютером. Вот. Считаем, сколько он имеет задействованных проводов. Раз, два, три, четыре. И с другой стороны, во втором ряду, 5, 6. Все, всего 6 проводов. Повторяю, шлейф у меня всего лишь 10-пиновый. Вот. Когда мы берем новый руль, смотрим, какие у него там разъемы стоят, мы видим, что у него, значит, идут провода раз, два, третий, четвертый пропущен, пятый, шестой это управление аудиосистемой, шестой, вернее седьмой, восьмой это подсветка кнопок, то есть масса и плюс. На другой стороне также 11, 12 это плюс гудка, это общая масса, идущая на руль, вот она здесь вот прикручена. Дальше у него идет 13, 14, 15, это как раз те кнопки управления круиз-контролем, которые нас интересуют. То есть всего 3 провода. Управляющая масса это активация круиз-контроля. И кнопки понижения и повышения. Ну и был еще занят у меня 15-й контакт. Я даже не смотрел, зачем он. Мне кажется, это было управление телефоном. То есть он нас абсолютно не интересует. Вот. Нас интересует только 13, 14 и 15. Соответственно, в новом шлейфе у нас свободных всего лишь 2 пина. То есть это третий и четвертый. А проводов у нас для круиза 3. Наша задача, значит, изъять. Они изымаются, кстати, отсюда с огромным трудом. То есть те пины, которые я дальше не планировал использовать, я их вот здесь вот подрезал пластиковым ножом, потому что там стоит зацеп, и выдергивал. Вот, это все с большим трудом, но 13, 14, 15 нам больше никогда не пригодятся, поэтому я аккуратненько вот так вот подрезал ножом и их вытаскивал. Соответственно, 2 провода я пересадил на третий, четвертый. Все, и больше мест нет. То есть наш шлейф, который мы не хотим менять, который у нас есть в руле, он у нас весь заполнился. Вот. По схемам я пришел к выводу, что вот эту массу трогать не стоит, то есть она общая, она там на гудок и так далее. А вот эта масса, вот зеленый провод, им пожертвовать мы можем, потому что это всего лишь подсветка кнопок. То есть мы сначала я пришел к выводу, что можно этой подсветки лишиться, а потом понял, что мы можем вот здесь вот провод прервать, посадить его вот сюда вот под болт, ну соответственно удлинив, посадив вот сюда под болт и сделав массу, вот сюда я подмотал третий провод круиз-контроля. Вот. То есть все оказалось проще и как бы все в комплекте. То есть мы не лишились ни звуковых кнопок. Я сначала думал убрать звуковые кнопки и за место их воткнуть пины круиза. Вот. Но потом прикинул, посмотрел схемы.
То есть в руль подается две массы. Зачем так сделано, я не понял. Тем более, что своими обратными концами эти массы после рулевого шлейфа, они идут в одну и ту же точку кузова. Не знаю, зачем так сделали, поэтому вот смело я массу прервал, посадил ее вот сюда, вот под болт, сюда круиз-контроль. Но перед этим вам необходимо сделать следующую операцию. То есть, чтобы быть уверенным в том, что, ну, хотя бы на 80-90% о том, что машина у вас поддерживает штатный круиз-контроль. Вам нужно совершить обряд по проверке приборной панели на функцию круиза. Как это сделать, я имею в виду сам обряд нажатия кнопок и так далее, я это все выложу в описании. Вот, и вы должны в результате увидеть вот такую картину. То есть все лампочки на приборке, все стрелки, все, что там есть, все, что там заложено производителем, оно должно загореться, стрелки должны дойти до конца своей шкалы, вернуться обратно, и все это будет вот в таком виде дальше гореть. Вот. Как это сделать, я выложу в описании, весь этот обряд, он рабочий, он проверенный. Мне скидывали несколько вариантов, я их все попробовал. Тот, который рабочий, я выложу в описании. Вот. Что нам нужно, значит, в результате этого обряда увидеть? Вот круиз-контроль, круиз-мейн, то есть это кнопкой активации круиз-контроля делается, это уже когда он работает. Вот. Если мы видим вот такие показания, это значит, что уже можно браться за работу. То есть все схемы, все кнопки, обряды, все я буду выкладывать в описании. То есть вы можете в любой момент ставить видео на паузу, идти смотреть схемы. Дальше. Что нам говорит инструкция? То есть вот это уже выход. То есть получается вот у нас сам шлейф. Разъем, который я вам сейчас в руле показывал вживую, вот он, который у меня на колене. Вот он входит у нас сюда. И здесь выходит, соответственно, ответный разъем, который уже идут провода в машину и так далее. Вот. Соответственно, вот тот разъем, он похож с той и с этой стороны, и в нем одинаковое количество пинов. 10 тут и 10 здесь. Соответственно, внимательно читаем со стороны жгута проводов. То есть, смотря на разъем, вот с этой стороны идет нумерация. Еще раз повторяем, что у нас занято, что у нас не занято. Смотрим. Первый, второй, это инструкция, кстати, от Джаза и Фита. Она с конкретно Fit Shuttle не сходится. Вот, поэтому я вам буду показывать, как это было у меня. То есть первый, второй пропущены. Вот смотрим со стороны жгута проводов. Первый, второй пропущены. Дальше у нас идет третий, четвертый. Вот третий красный, зеленый, четвертый. То есть подсветка кнопок плюс. Та масса. Третий, четвертый. Пятый, шестой у нас пустые. Седьмой и восьмой у нас пустые. Считаем. Пятый, шестой, седьмой, восьмой. И дальше 9, 10. Это кнопки управления бортовым компьютером. 9, 10. Дальше у нас в шлейфе есть 11 и 12. То есть, еще раз повторяюсь, это гудок и масса гудка. Все, больше в нашем шлейфе ничего нет. Вот. Если мы посмотрим, что у нас было в новом руле, то есть, соответственно, у нас получается первый, второй пропущены, точно так же. Третий, четвертый, подсветка кнопок, точно такая же, точно таких же цветов. Затем идет пятый, шестой, это управление аудиосистемой. Вот тут вот будет два провода. Затем идет пропуск. Затем у нас идет управление бортовым компьютером. Здесь также внизу гудок и его масса. Вот он, зеленый гудок и его масса. И 3 провода круиз-контроля. То есть там условно розовый, там, ну, схему я вам потом покажу. Вот, и вы сами посмотрите, каких там цветов в каком порядке. Вот, дальше. Наша задача какая? То есть мы берем, прокинули сюда провода, теперь нам их нужно вызвонить вот на этом конце. То есть мы втыкаем спокойно булавочку и тестером прозваниваем
подаем сюда один щуп мультиметра, второй сюда на булавку. То есть, во-первых, мы убеждаемся, что у нас провода совпадают, то есть там подсветки кнопок, управление бортовым компьютером и все остальное. И плюс мы находим те три пина, которые мы здесь подаем. То есть два мы воткнули в пустые, и одну мы подменили массу. Соответственно, здесь мы эту массу отключаем, обязательно мы ее отключаем полностью. Вот. И здесь вызваниваем те два провода, которые мы сюда подали. То есть по массе у нас, в общем-то, пин уже локализован, мы понимаем, где эта масса лежит. Она рядом с серым проводом. Вот. А здесь два свободных, которые мы заняли, соответственно, мы здесь их находим. Вот. Когда мы их нашли, наша задача будет протянуть в приборную панель 3 провода управления круиз-контролем. Вот так у нас выглядит разъем приборки. Он там один. Нумерация выглядит вот так. То есть сам разъем выглядит вот так. Когда мы достаем из него, значит, жгут проводов, считаем все эти цифры по порядку, нам нужны пины, значит, вот 17, 18, нам нужен 19, 20 и 22. 19, 20 и 22. Вот. Это, опять же, если вы убедились, что у вас приборка тест прошла, там показывает, что доступен круиз-контроль, вот, только после этого вы можете туда лезть. Если этого не покажет приборка, значит вам нужно либо менять приборку целиком на ту, у которой эта функция есть, либо отказаться от этой затеи полностью. Вот. Еще раз повторяю, то есть мы берем провода, подаем их сюда, то есть два пина свободных мы занимаем, одну массу мы убираем, это третий провод, находим их здесь булавочкой, вот, вставляем сюда 3 провода, сейчас я покажу, где вот разъем. В этот разъем вставляем 3 наших провода. Да, в наличии у меня не было проводов соответствующих цветов, поэтому я использовал свои. То есть это получается розовый, желтый и белый. Ну просто все, что у меня было под рукой, вот, я это и задействовал. Вот. Потому что в эти разъемы подходит, сейчас я покажу вам его. Вот он. Абсолютно хорошо подходят вот такие компьютерные провода. То есть это разъем примерно такой, каким подключается звуковая плата, вернее динамик на материнскую плату в компьютере. То есть самый обычный аналоговый динамик, который у вас идет, как правило, по умолчанию в системном блоке. Вот, он подключается вот такими разъемами. То есть вы этот разъем спокойно крошите, там, ну, просто отгибаете, да, вытаскиваете из него сами контакты. Вот. Длины этих проводов, конечно, не хватает. То есть вам понадобится 3 провода, имеющие на концах вот такие вот разъемы одинаковые, но длиной сантиметров 70 примерно, ну там 60-70. Вот. Что я сделал? То есть я взял 3 вот таких провода. Это, кстати, тот разъем, с которого я и брал провода. Тут было их 4. Вот. Я их надрезал, удлинил каждый. Тут термоусадочку посадил. Здесь тоже термоусадочку посадил. Вот. Одним концом они у меня воткнулись вот сюда. Вторым концом они у меня отлично воткнулись в приборную панель. Ну, в жгут приборной панели. Единственный недостаток этих компьютерных разъемов лишь в том, что они не фиксируются вот здесь в клемной колодке. То есть мне пришлось после того, как я все вызвонил, все оттестировал, что у меня все работает, я их немножко вот здесь вот в этих местах залил суперклеем. То есть разъем вот этот мне спокойно разобрался, я зафиксировал суперклеем вот здесь, капнул и здесь. И еще на выходе зафиксировал эти провода суперклеем. Все, теперь все надежно. То есть, хотя вряд ли туда кто-то еще полезет много раз, что-то там отвалится, но тем не менее, чтобы в движении у меня это все не выпало, я зафиксировал суперклеем.
что тоже рекомендую вам сделать. Это не лишнее. Вот тут. Так вот выглядит разъем. Вот, ну, в общем-то, это и все. Давайте вкратце пробежимся теперь по основным тезисам, что вам придется делать. Итак, первое. Значит, тест приборки. Обязательно. Первым делом тест приборки. То есть, если у вас покажет вот эти вот пиктограммы, это значит, что у вас огромные шансы, процентов 90, что вот таким образом, подключив штатный круиз-контроль, он у вас заработает. Дальше, значит, приборку тестировали, увидели, что у нас все отлично. Затем возвращаемся к моей первой серии про замену руля. Там смотрим, как безопасно снять подушку безопасности, как, значит, ее обесточить, отцепить, и как добраться до вот этого вот разъема. Как его достать? Во-первых, сфотографировать, пересчитать провода, которые здесь. Во-вторых, вот здесь будет у вас разъем самого шлейфа руля. Вот я вам, кстати, нашел, как выглядит шлейф руля, как выглядят его разъемы. Вот разъем, и здесь мы видим, что он имеет много пинов. То есть это братья-китайцы нам предлагают купить у них полный шлейф руля. То есть здесь у них задействованы все 20 пинов. То есть видно плохо, но вот нижний ряд и верхний ряд. Все пины присутствуют. У нас по умолчанию, если мы не хотим менять, тем более на китайский шлейф руля, у нас, значит, в нижнем ряду находится 8, вверху 10. То есть в связи с чем у нас и связаны вот эти перебрасывания проводов. Вот. Значит, сфотографировали, посчитали, сняли, посмотрели, сколько пинов в шлейфе руля. Взяли новый руль. Вот фотография разъема нового руля. Что мы здесь видим? Опять же, опираясь на то, что у нас всего 10 пинов, то есть 8 в нижнем ряду и 2 в верхнем. Что мы здесь видим? Уже знакомые нам кнопки управления бортовым компьютером. Вот сравниваем. Кнопки управления бортовым компьютером. Дальше. 2 пина пропущено, но они есть в шлейфе, так как в нижнем ряду эти пины есть. Дальше. Управление звуком. Это звуковые провода. Смотрим сюда. У нас их здесь нет. И дальше идут 2 знакомых нам провода. Это масса подсветки кнопок и плюс подсветки кнопок. Вот. Мы их уже очень хорошо знаем. Вот они у нас здесь есть. Дальше смотрим. 11, 12. Это, значит, гудок плюс и масса. Вот они у нас присутствуют и здесь. То есть гудок тех же цветов, причем провода, обратите внимание, потому что руль покупался именно от FIT шаттла гибридного. Вот. На фитах обычных и цивиках могут быть расхождения. Вот. Там уже вам, наверное, придется либо находить инструкции, либо все это дело вычитывать. Вот так вот это все выглядит. Теперь, значит, переворачиваем этот же разъем нового мультируля и видим. Вот второй ряд, на котором мы, собственно, шпеньков и не имеем. То есть вот это гудок, минус гудка. Это управление круиз-контролем и активация круиз-контроля розовый. И вот тот 15, про который я вам говорил, вернее, он у нас уже не 15, по-моему, 16, да, получается? 17. Вот, 17 я не знаю, что это, я думаю, это кнопки управления телефоном. Вот. Соответственно, мы берем вот эти 3 провода и перекидываем их на нижний ряд. То есть 2 мы вставляем вот сюда. И 1 мы вставляем за место массы. То есть масса, как вы видите, в новом руле уже она длинная. То есть мы ее спокойно прерываем вот здесь. К ней подматываем дополнительный провод и уводим его на массу, на болт. Вот. Сюда мы розовый провод спокойно подключаем, подкручиваем и изолируем. Все, то есть 3 провода у нас подано. Возвращаемся к нашему шлейфу. То есть 3 поданных провода мы ищем здесь.
вызваниваем с помощью там булавки, мультиметра, всего чего угодно. Находим, берем компьютерные провода, еще раз показываю. Компьютерные провода. Вставляем их в разъем. Разъем пока можно не подклеивая, вставляем сюда. Далее наращиваем эти провода. Возвращаемся к приборной панели. Вставляем на 19, 20 и 22. Я схему тоже приложу в описании. Это я не выдумал. Схему приложу. Там все по номерам и по цветам проводов. То есть по номерам клемм и цветам проводов совпадает все на 100%. То есть, конечно, вот так вот делать на словах, как я говорю, не стоит. Изучите все схемы. Ставьте видео на паузу, включаете схему, смотрите. Продолжаете просмотр. Вот, собственно, и все. То есть вот так это выглядит уже в конечном варианте. У меня закончилась черная изолента, потому что экспериментов было много, осталось только синяя. Вот, поэтому вот этот провод торчащий, кстати, это та масса, которую мы отсюда убрали. Вот мы ее отсюда убрали. То есть здесь подсветка кнопок это серый провод и черный провод это масса. Вот эту массу я вывел сюда. Не стал ее не обрезать, не закутывать на случай, если мой эксперимент не удастся и что-то можно будет назад вернуть. Вот у нас розовый провод, вот у нас белый провод и вот у нас желтый провод, который мы подали. Это фотография с задней стороны шлейфа руля. То есть это уже провода, уходящие в там, мозги, в приборку, там куда угодно. Вот. Это задняя сторона шлейфа. То есть вот это. Это финальный вариант сфотографировал. Вот, все, я эти провода спокойно изолентой подмотал, чтобы они у нас нигде металла не касались. То есть сделал из них такую косу заизолированную. Ее притянул хомутами к жгуту проводов, который идет. То есть все аккуратно проложил, ничто нигде не трется об рулевую колонку там и так далее. Вот, в общем-то, и все, что хотел вам рассказать. Все процедуры, все описания, там, обряды, схемы, все это дело я приложу в описании. Всем спасибо, что посмотрели. Всем удачи в этом довольно непростом деле.